А с нами на связи Христо Грозев. Вот, думал, как его представить. Вот расследователь написано. Привет. Да. Христо, здравствуйте. Да, аналитик Bellingcat, расследователь и вообще человек, да неотличимо похожий на Шерлока Холмса, по крайней мере, в своем публичном образе. Да. Хотела сразу спросить первый вопрос. Только что у нас был в гостях военный эксперт Юрий Федоров, и он говорил, что Путину, видимо, по всей видимости, вначале не докладывали о том, что происходит с армией, с военными действиями. Он получал неправдоподобную информацию, непроверенную информацию. А теперь он, соответственно, в бешенстве, и совершенно неясно, доложили ли ему про крейсер «Москва», в каком виде ему доложили. В самом деле, можем ли мы сейчас представлять, насколько Путин владеет информацией о том, что происходит, насколько он хорошо отдает себе отчет, в какой ситуации оказалась российская армия, и как бы, что он будет делать дальше с этим, что за этим последует? Ну, я уже несколько раз отвечал на этот вопрос и считаю, что я соглашаюсь с мнением военного аналитика, что в начале войны, скорее всего, не доходила полная картина информации. Я могу это сказать не только аналитически, потому что такого мы видели раньше. Просто когда делали расследование, еще в 2018 году делали расследование по первому обстрелу, первой попытки завоевать Мариуполем, это было в начале 2015 года, когда был этот обстрел. Там было слышно во всех этих перехватах, которые мы анализировали, что не докладывается политическому руководству вся картина боевых действий, что ограничивается там только до побед, до позитивных новостей, а когда есть какие-то провалы, включая даже там были такие самоубийственные вообще технические ошибки, которые вели к смерти российских офицеров, это как-то, совершенно по-другому цензурированно передавалось в Кремль. Поэтому я уверен, что и сейчас так было, но после какого-то периода уже невозможно это прятать, потому что не возвращается определенная батальона, не возвращается определенные офицеры, и нельзя же спрятать, что 5 или 6 генералов тоже. Их нет, и нельзя найти невинного объяснения этому. Так что да, с большой задержкой получает он информацию, это совпадает и с той чисткой, которую мы замечаем, то есть она началась не когда доказались провалы в армии, а там через 2 недели позже. Знает ли он всю картину? Сейчас я думаю, что после того, как у него появилось понимание, что не все ему докладывают, он должен был потребовать более регулярное осведомление, и поэтому, скорее всего, он знает реальную картину и о крейсере сейчас. А что за чистки такие, которые вы упомянули? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Вы так буднично об этом сказали, но это достаточно интересно. Кого чистят? Единственные доказанные чистки это внутри ФСБ, именно внутри той службы ФСБ, которая должна была ему докладывать, насколько рисковый этот план вторжения, насколько готово украинское общество, какие у них планы для внутреннего путча, для внутренней поддержки российской инвазии. Они все это надокладывали, наобещали, и ничего из этого не случилось. Так что руководство этого 9-го отдела 5-й службы ФСБ, которая имела именно эту задачу и на протяжении 8 лет потратила больше $1 миллиарда на это дело. Опять возвращаемся к теме коррупции. Дальше все остальные чистки, они более на уровне слухов. Мы еще не имеем доказательств, что среди генералов есть конкретные чистки, хотя, конечно, поменялось руководство самой военной операции, новый генерал назначен, но это тоже своего рода чистка. То есть во время войны очень редко ты меняешь генералов, только когда есть провал. То есть сам факт изменения главы этой операции означает, что он получил достаточно убедительное сведения, что это не идет по плану. А скажите, пожалуйста, может быть, немножечко я захожу в такую конспирологическую воду, но тем не менее, с самого начала... Сегодня пятница, можно. Да, сделаем такое правило, по пятницам можно. С самого начала войны я, например, не вижу Золотова
Ну, то есть это человек, который, на секундочку, командует Росгвардией, которая, судя по всему, довольно активно применяется в этой военной операции, причем наиболее активно она применялась поначалу и совсем не по назначению. Когда, собственно, автозаки с росгвардейцами направлялись штурмовать Киев, я вообще не понимал, что происходит, потому что, ну, это так не должно работать вообще ни при каком раскладе. Я не вижу Золотова, я не вижу Шойгу. То есть он появлялся, когда мы все обеспокоились его судьбой, достаточно скоротечно, но потом снова пропал. Да, и там пишут разные, значит, истории, инфаркт, не инфаркт, но тем не менее факт его в публичном пространстве снова нет. Где вообще вот это вот то, что Владимир Путин или люди его однозначно называют элитой? Где они все и почему мы их не наблюдаем? Ну, опять, нельзя мне входить в конспирологию, вы имеете право задать этот вопрос, но я не буду так отвечать. Вполне возможно, что Шойгу спрятан там, где он должен быть спрятан во время войны, именно в бункерах, и оттуда он дает команды и не будут подвергаться личной опасности, появляясь в Москве. Может быть, такое объяснение есть. По Золотову там конкретно была информация, которую мы не до конца смогли доказать, но она убедительная, что его зам был тоже устранен в связи с именно этими провалами Росгвардии. Но провалы Росгвардии, они системные на уровне выше Росгвардии. То есть нельзя было вообще Росгвардию запускать первым. У них нет подготовки воевать на реальной войне. На поле действия они могут зачищать только уже захваченные города, теоретически, если они все правильно делают. Видимо, просто они стали жертвой стратегии абсолютно безумной, которую кто-то написал, что завоевание городов больших отнимет 2-3 дня, потому что ФСБ так сказали, что все готово там. И вот почему они пошли первым, ну, в многих случаях в первых части конвоях, и из-за того, что у них нет ни вооружения, ни опыта, их уничтожили во многих местах. Кто-то должен быть крайним, и вряд ли это будут, ну, на первом периоде войны, вряд ли это были генералы, которые писали стратегии, поэтому скинули, скорее всего, вину на зама Золотого. Почему он не появляется, я не могу сказать. Христо, скажите, пожалуйста, мы много говорим про то, что было и про то, что происходит сейчас, но одна из основных вещей, которая многих волнует, особенно в Украине, если мы говорим про военных, это готовящаяся так называемая битва за Донбасс. Да? То есть переводят военные части, группируют их, поставили ими командовать Дворникова, который как раз в Сирии занимался тем, что совершенно разрозненные военные формирования, да, вел вместе вперед. Что за битва за Донбасс, какой план, есть ли понимание и насколько он, с вашей точки зрения, удастся? Ну, конечно, он должен удастся, по крайней мере, больше, чем то, что до сих пор было, потому что это уже концентрированная военная операция. Вот это можно было назвать специальной военной операцией, если с этого бы началось. Реально они развязали войну, имея практически ресурсы административные только на региональную операцию, которую сейчас пытаются они делать. Видимо, сам факт, что они не делают это сразу после провала основной стратегии, а с какой-то паузой, с наращиванием войск и с перегруппированием, показывает, что все-таки что-то будет делаться, все это по Донбассу будет делаться более правильно, с большей стратегией. Но здесь меня смешит та репутация, которая о Дворникове разошлась, что как будто он смог в Сирии сделать все это, консолидацию разнобойных разных там сил. Да, такая задача была у него, реально, но он с этим не справился. Это слова людей, которые там, которые рассказывают вообще анекдоты про него, о том, как, ну, начнем и закончим с тем, что он принимал решения совершенно безумные, которые довели до, как называется, friendly fire, то есть очень часто до огня по своим, да. Одной своей группой, другой, и так далее, и так далее. Так что, ну, с точки зрения чисто человеческой, я
я бы не распространял слишком много эту его реальную репутацию, ну пусть думает, что он хороший, и посмотрим, что будет на Донбассе тогда. Нет, я к тому, что задача ему такая поставлена, а уж как он с ней справится, ну, и если мы берем пример 51 прошедшего дня, да, то справляются все, значит, путинские генералы со своими задачами не очень. Я хотела спросить еще по поводу цифры потерь российской армии, которую сегодня озвучила ВСУ. Они сказали, что российская сторона потеряла 20 тысяч человек. Насколько, как тебе кажется, это соответствует действительности, потому что российская Минобороны по-прежнему не говорит никаких новых цифр, и мы все еще, последнее обновление, которое есть, это 1300 человек. Единственная цифра, которую я слышал от источника внутри, нашего источника внутри российской армии, честную цифру, которая была названа, это было 14 тысяч. И это было почти 10 дней назад. То есть, ну, если сейчас не 20, то, ну, может быть, 16. Есть ли разница между 16 и 20, чтобы оценить вообще размер этого провала для российской армии, потому что же это не было... Такой сделки, мне кажется, с народом России не было. Не было предупреждения, что вот мы потеряем больше 10 тысяч, больше 15 тысяч для того, чтобы, ну, завоевать Мариуполь только. Если это было заранее сказано, то, ну, я бы сказал, что там количество перевышения этой цифры, оно очень важно. А здесь вообще было как будто без никаких потерь, там больше этих-то 500 или там 1000 с чем-то тысяч. Мы выиграем все, включая Киев, включая смены руководства страны. То есть вообще дисбаланс полный есть. Но отвечая конкретно на твой вопрос, я считаю, что правильная цифра, скорее всего, где-то 16-17 тысяч на сегодняшний день. Спасибо большое. И напоследок спрошу, вдруг вы что-нибудь знаете о том, какие изменения есть внутри руководства и окружения Путина. То есть мы постоянно же в некотором таком тумане войны, в том числе внутри тех мыслей, которые там витают, обстановок, которые там витают, да, там довольны, недовольны, кто в фаворе, кто во фронте. Может быть, есть у вас какая-то новая информация по этому поводу? Новое нет. Было раньше, когда в самом начале, ну, получали мы информацию, что, ну, элита абсолютно недовольна, и большая часть была не предупреждена, и что будет пытаться как-то мягко саботировать военные действия. А теперь единственное, что на основе чего можем судить, это отсутствие многих из этих говорящих боеголовок, которые раньше постоянно говорили, сейчас не хотят показывается, кроме их, им не приказывает это. А это включает и Пескова, например. Вот он, кажется, с огромным неудовольствием появляется публично только когда ему дан приказ. Спасибо большое. Спасибо большое. Расследователь Христо Грозев был сегодня с нами на связи.